Lynk & Co. сегодня действительно можно считать одним из лидеров в области гибридных технологий. Их последний рестайлинг 0.9 и успех на тестах гибридов подтверждают это с полной уверенностью. Однако, несмотря на высокие технические показатели, продажи компании все еще остаются скромными. В то время как автомобили других известных брендов, пусть и с меньшей эффективностью, продаются в разы больше, благодаря лучшему комфорту для пассажиров. Как изменить ситуацию? Ответ прост. Взять лучшие черты лидеров рынка и добавить собственные уникальные технологии, и именно так был создан 900. Эта модель сочетает в себе все необходимое, чтобы привлекать внимание и конкурировать с лидерами рынка. Давайте детально изучим эту новинку и выясним, готов ли Lynk & Co. 900 стать серьезным претендентом на лидерство в быстрорастущем сегменте комфортных гибридных автомобилей. Экстерьер нового полноразмерного кроссовера Lynk & Co. – это яркое воплощение концепта The Next Day, представленного еще в 2022 году. Для справки, Lynk & Co. родился в результате сотрудничества Geely и Volvo. Однако осенью 2024 года шведский автогигант решил продать свою 30% долю в бренде китайскому Zeekr, дочернему бренду Geely. Сделка почти завершена, но стоит отметить, что вклад Volvo в создание нового кроссовера очевиден. Шведские специалисты интегрировали в него передовые технологии, а также свой знаменитый подход к безопасности, который всегда был на высоте. Внешний вид модели демонстрирует схожие черты с другими автомобилями бренда, но с элементами, которые выделяют ее на фоне конкурентов. Особое внимание стоит уделить светодиодной пиксельной панели между фарами, которая включает свыше 10 тысяч светодиодов. Эта панель не только служит элементом дизайна, но и позволяет выводить различные сообщения и анимацию благодаря 32 уровням яркости светодиодов. Под табло – активная решетка радиатора, которая регулирует свою степень открытия в зависимости от температуры двигателя и добавляя практическую пользу в аэродинамике. Профиль новинки навеян дизайном моделей Range Rover с ручками дверей, которые скрыты, и классическими зеркалами заднего вида, установленными на стойках на передних дверях, визуально продолжающихся матовым декоративным элементом. Черные стойки и рамки дверей создают эффект парящей крыши, придавая автомобилю современный и стильный вид. Задние фонари с матричными секциями, насчитывающими 2400 светодиодов, придают автомобилю характерный футуристичный стиль. А багажная дверь, состоящая из двух частей, выдерживает до 300 килограммов, на ней легко можно посидеть вдвоем. В базовой комплектации этой модели вас ожидает двухсекционная панорамная крыша, а также лидарная крыша – ключевой элемент для работы систем автономного вождения. Lynk & Co. представляет свою новинку – модель 900, первую машину на платформе SPA EVO, которая пока недоступна для автомобилей Volvo. Эта платформа, в отличие от SPA2, ориентированного на электромобили, создана для прогрессивных гибридов. Платформа SPA EVO сохраняет проверенную конструкцию тележки SPA с двойными поперечными рычагами спереди и многорычажкой сзади, но с улучшенной подвеской для максимального комфорта и контроля. Система непрерывного управления демпфированием автоматически подстраивается под дорожные условия. А пневматическая подвеска с возможностью переключения между двухкамерным и однокамерным режимами обеспечивает отличное управление в любых ситуациях. В спортивном режиме или на крутых поворотах камеры подвески работают синхронно, минимизируя крены и обеспечивая точность на трассе. На задней оси теперь есть подруливающий механизм, который позволяет автомобилю двигаться по диагонали, как краб, с углом поворота до 20 градусов, добавляя еще больше маневренности и динамики. 900 – это более крупный и независимый кроссовер, не имеющий тесной связи с XC 92-го поколения. С увеличенной колесной базой до 3160 мм и размерами 5240 мм в длину, 1999 в ширину и 1810 в высоту, он превосходит как Volvo XC90, так и Range Rover. Внутри, как утверждает производитель, предлагается самое большое пространство для головы и ног. Модель имеет отличный коэффициент аэродинамического сопротивления 0,291, как для полноразмерного кроссовера.
На выбор предлагаются диски диаметром 20 и 21 дюйм, включая варианты с улучшенными аэродинамическими характеристиками. Мощные четырехпоршневые тормоза обеспечивают надежную безопасность, а заявленный тормозной путь 33,95 метра при скорости 100 км в час подтверждает отличные тормозные качества. Вес машины варьируется от 2660 до 2810 кг, в зависимости от комплектации, с допустимой нагрузкой до 550 кг. Кроме того, кроссовер способен буксировать прицеп массой до 2 тонн. Модель будет доступна в 5 оттенках, каждый из которых отражает атмосферу определенного времени суток с полуночи до 9 утра. Эти цвета получили названия: полярная ночь, облачный серый, утренняя и белая заря и солнечный свет. Именно поэтому модель получила индекс 900. Теперь давайте подробнее рассмотрим ключевую особенность этого гибридного автомобиля – силовые установки. Гибридный Volvo XC90 использует простую раздельную систему, где ДВС передает крутящий момент на передние колеса, а электромотор – на задние. В свою очередь, Lynk & Co. в 2022 году представил более прогрессивную параллельно-последовательную систему MP на модели 09. В новой версии 900 установлена силовая установка и MP нового поколения, ориентированная на электротягу. ДВС по-прежнему подключается, но теперь через одноступенчатый редуктор, а не через трехступенчатую трансмиссию. Этот кроссовер представлен в 3 вариантах гибридных установок. Базовая модель оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 194 силы и электродвигателями на передней и задней осях, суммарная мощность которых достигает 721 лошадиных сил. Вторая и топовая версия оснащена 2-литровым турбированным двигателем мощностью 254 сил. Средняя версия работает в паре с 2 электромоторами, что обеспечивает общую мощность 734 лошадей. Топовая модификация с 2 электромоторами на задней оси и одним на передней развивает 857 лошадей, что позволяет разогнаться кроссоверу массой свыше 2,5 тонн до 100 км в час за 4 секунды. Максимальная скорость базовой версии составляет 210, а для флагманской – 240 км в час. Хотя точные данные о емкости батареи и запасе хода не раскрываются, производитель намекает, что заявленный пробег модели превысит 1000 км на одном баке. Важно отметить, что до скорости 20 км в час автомобиль полностью работает на электромоторах, что обеспечивает плавный ход и минимальный расход энергии в городских условиях. На трассе к работе подключается двигатель внутреннего сгорания. С этим автомобилем вы сможете без проблем разогнаться до 200 км в час, не переживая о разряде батареи или высоком расходе топлива. Lynk & Co. 900 – это кроссовер с продуманным, хоть и минималистичным, но в то же время стильным салоном. На передней панели разместился компактный экран для диагональю 12,7 дюйма, а также проекционный экран дополненной реальности для водителя. Интерьер выполнен в 2 цветах и оснащен атмосферной подсветкой, при этом все функции управляются через гигантский 30-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с разрешением 6К. Этот экран можно разделить на несколько частей, позволяя одновременно работать с несколькими функциями или изображениями. А аналогичный экран на потолке 2-го ряда выводит изображения для задних пассажиров. В интерьере использованы высококачественные материалы, такие как замша и кожа напа. Общая площадь салона составляет 6,16 метра квадратных, с эффективностью пространства 88,2%. В отличие от многих автомобилей, размещение аккумулятора и топливного бака во 2-м ряду позволяет обеспечить ровный пол. Высота салона 1293 мм, а все 6 сидений на электроприводе с возможностью регулировки. Кресла 2-го ряда могут двигаться вперед и назад на 550 мм, а 3-го ряда на 125 мм. В боксе-подлокотнике между передними сиденьями есть сенсорная панель для управления функциями, включая вентиляцию или обогрев сидений и регулировку температуры встроенного холодильника. Также кресла 2-го ряда могут разворачиваться, как в минивэне Zeekr Mix, что обеспечивает удобство общения пассажиров лицом к лицу.
подголовниках первого и второго рядов встроены динамики, а за высококачественное звучание отвечает система Harman Kardon. В автомобиле предусмотрено 42 удобных отсека для хранения вещей, а объем багажника, учитывая трехрядную конфигурацию, составляет 300 литров. Дополнительно под полом есть пространство для 20 литров. Кроссовер, оснащенный чипами NVIDIA Orin X, он способен выполнять уникальные маневры, включая режим краба, который делает движение по сложным маршрутам легким и безопасным. Особое внимание уделено безопасности. Боковые стороны салона защищены сталью горячей штамповки, задняя часть усилена продольными балками и высокопрочными пластинами. Дополнительные стальные элементы предусмотрены даже в спинках сидений и внутренней отделке. Эти меры позволили автомобилю успешно пройти тест на удар сзади на скорости 100 км в час, что еще раз подтверждает прочность и надежность модели, разработанной с учетом опыта шведских инженеров. Весной на китайском рынке дебютирует новый флагман бренда – кроссовер Lynk & Co 900. Хотя точная цена еще не объявлена, ожидается, что модель будет стоить дороже гибридной версии компании 09 и MP, стоимость которой варьируется от 40 до 48 тысяч долларов. Бренд Lynk & Co уже завоевал популярность благодаря своим надежным, недорогим и комфортным автомобилям, которые успешно продаются как в Китае, так и в Европе благодаря шведским дизайнерам и инженерам. Что ждет бренд после выхода Volvo, покажет время, но 900 уже сейчас обещает стать технологическим лидером на рынке. Мощные гибридные двигатели и адаптивная подвеска обеспечат динамичную и комфортную езду. А просторный и высокотехнологичный салон с современными опциями делает автомобиль привлекательным выбором для семей с детьми, что делает его одним из самых ожидаемых автомобилей этого года. Спасибо, что остаетесь с нами. Каждое ваше действие, просмотр, лайк или комментарий – это огромная поддержка. Вы помогаете нам становиться лучше и расти. Подписывайтесь, чтобы вместе открывать захватывающий мир автомобилей. Пусть ваши дороги всегда будут безопасными и путешествия незабываемыми. До скорой встречи в следующих выпусках на канале.